Всем привет, привет. Ничего страшного, потом посмотрите, когда будет время. Это же в YouTube будет сохраниться. Меня слышно? Самое главное, ответьте на этот вопрос, потом можете бежать. Есть звук? Если есть звук, дайте плюс. Раз. Так, вроде бы есть, у меня индикатор показывает. Все, есть звук, давайте тогда начнем. Не успел сделать вовремя, у меня были проблемы просто семейные. Ребенок приболел, поэтому не успел сделать weekly recap в субботу, поэтому чуть опоздал. Итак, давайте начнем обзор прошедшей недели. Как это вообще прошлая неделя формировалась, на что нужно было обращать внимание и какие важные моменты можно взять с прошлой недели для своей системы торговой. Далеко слышно? Сейчас чуть-чуть сделаем вот так. А теперь? Теперь лучше? Итак, сейчас я уберу это все лишнее здесь. Вот такая картина у нас была. Это дневной график. На дневном графике. Недельный байс у нас, видите, у нас шартовые свечи. Хоть и прошлая неделя закрылась внутри прошедшей недели, но в месячном цикле у нас все равно медвежий тренд. Перейдем на дневной профиль. На дневном таймфрейме мы видим то, что у нас идет медвежий order flow, и цена падает, и при падении она отталкивается от POI. И на прошлой неделе мы вот сформировали вот этот. Картина у нас была сформирована. И в конце недели мы образовали вот этот дневной имбаланс. А вся картина, она вот прям здесь можно невооруженным взглядом понять, что эта MXM модель формируется. Вот здесь модель покупок MXM, а тут нам формирует модель продаж, кривую продаж MXM модели. И самым очевидным таргетом здесь является два вот этих равные лои. Первая очевидная ликвидность и лоу вот этот от октября, лоу этой свечи. Здесь самая, можно сказать, финальная точка этой MXM модели. Если цена, в принципе, здесь еще ниже есть ликвидность, но никто не знает, то, что цена может просто развернуться, закончить месячный цикл здесь, забрав эту ликвидность, завершив MXM модель, и потом может начаться даже бычий тренд. Никто не знает. Пока будем работать по тому, что нам дают, что нам рисуют. И на данный момент очевидная ликвидность это вот здесь, эта ликвидность. А чтобы опуститься сюда, у нас тут мы были в преддверии новой недели. И как раз мы здесь сформировали в POI ключевой уровень, это дневной имбаланс, который может послужить уровнем сопротивления для последующего падения цены. Поэтому я вчера как раз увидел в Твиттере у MXM, трейдера MXM, и он там написал прям хороший твит, оставил. Сейчас я вам покажу его.
Я сохранил себе. И вот он пишет: There is one simple filter that can increase your win rate immediately, but most are too impatient to use it. То есть в переводе, то есть no HTF K-level, no trade. Есть один простой фильтр, который может мгновенно улучшить ваш процент выигрышей, но большинство слишком нетерпеливы, чтобы его использовать. И этот фильтр ключевой уровень от старшего таймфрейма. То есть K-level HTF. Если его нет, не торгуйте. Это тоже, как правило, но SMT, no trades, да, когда нет SMT, не торгуйте. Это тоже из этой серии. Нету старшего K-левела от старшего таймфрейма, не надо торговать, не рискуйте. Когда у вас есть прям отчетливый уровень, вот как, допустим, вот этот дневной имбаланс, это очень сильный K-левел от HTF. И что нужно, как работать нужно с ним? Самое это простое, вам нужно дождаться, когда цена получит реакцию от этих ключевых уровней. Это может быть дневной имбаланс, это может быть ордер блок, это может быть rejection блок от старшего таймфрейма. Допустим, вот этот rejection блок. Не имеет значения, как будет выглядеть ваш K-level от старшего таймфрейма. Самое главное получить реакцию. Реакция может быть какой? Она всегда бывает в виде слома структуры. А слом структуры в основном он либо через цист, либо через МСС. Да? МСС, либо через цист. Вам нужно увидеть одно из этих двух внутри диапазона этого K-level. Как только вы увидите, и это должно быть на минимум хотя бы на M15, либо M30, либо на H1 таймфрейме вы должны увидеть МСС, либо цист. Это будет сильным подтверждением для того, чтобы понять, какой байс у вас. Итак, вот этот daily у нас дневной имбаланс. Вот у меня отмечено здесь FVG Daily One. И что я ожидаю в понедельник? В понедельник, так как мы уже находимся в медвежьем тренде, если эта неделя будет опять неделей расширения, то в начале недели, либо в понедельник, либо во вторник мы должны получить реакцию внутри этого K-левела и должны упасть. Здесь мы должны сформировать МСС либо цист. А если мы пробьем этот уровень, ну это маловероятно, если пробьем, то уже вот следующий K-левел у нас будет вот этот. Но навряд ли пробьем, потому что цена уже сделала тест на S&P 500. Вот здесь. S&P 500 она сделала глубокий откат и полностью собрали здесь ликвидность, протестировали все необходимые пой. Поэтому навряд ли цена поднимется, должна была подняться выше. Итак, плюс мои студенты, это касается сейчас для них, по MXM модели, как нам анализировать, да? Если у нас уже есть, да, уже вырисовывается MXM модель, то в моем курсе я вам давал один отличный инструмент, который называется Swing Rates, да? Если у нас уже есть MXM модель, одна сторона, либо пусть это будет кривая покупок, либо кривая продаж, она уже есть, вы имеете у себя в графике ее, вы что делаете? Отмечаете свой потенциальный диапазон таргета. Так. Вот.
Здесь это окончательный таргет. Вот. И здесь high нашей, то есть начало нашей MXM модели, SMR зона. И 0.5 уровень. Тут что мы ожидаем? Формирование measuring gap, либо одного сильного ордер блока, от чего и цена должна оттолкнуться. И как раз вот в этом диапазоне сейчас нам рисует вот этот имбаланс. И по отношению к новой неделе, что я ожидаю? Я ожидаю то, что цена сделает маленький тест этого имбаланса, и цена потом должна сместиться, упасть. Окей, начнем давайте понедельник, новую неделю. Предварительный анализ мы уже для себя построили, да, то, что мы ожидаем реакцию от этого POI в виде дневного имбаланса, и мы здесь должны увидеть слом структуры. Если нам нарисуют этот слом структуры, все, значит наша идея, она подтверждается. Азия сформировалась, потом Лондон. И тут перейдем на часовой таймфрейм, смотрим. Вот свеча, и Лондон уже сместился. Мы сформировали азиатский рейндж. В Лондоне мы протестировали глубоко дневной наш имбаланс, и слом через ЦИС у нас подтвердился. Потому что мы телом пробили этот уровень циста, и эта свеча она закрылась ниже этого уровня. Теперь нам останется лишь в Нью-Йорке дождаться, что цена сделает небольшое движение в премиум, а затем упадет. Так. Восемь часов. Сейчас отмечу 9:30. 9:30 вот этот уровень будет. И смотрите, уже к открытию Нью-Йорка, эквити Нью-Йорка, цена сделала сильное смещение. То есть displacement у нас есть. Да? И вот этот диапазон, он очень широкий и сильный. Если посмотрим на часовом хотя бы таймфрейме, вот у нас здесь есть ордер блок, тут есть у нас часовой имбаланс, который мы протестировали. Нет, это будет в 9:30, пока это следующая свеча. Но у нас есть часовой. Так, вот так сделаем. Вот. У нас есть часовой имбаланс. Это зона сопротивления наша, будущее. И посмотрим, как Нью-Йорк. Как раз вот смотрите, это 15-минутный таймфрейм. Нью-Йорк открывается. Сейчас спущусь на М1. И там все покажу вам. Вот. К эквити Нью-Йорка, к открытию нью-йоркской сессии, смотри, что сделала цена. Она сформировала специально вот эту low resistant ликвидность. Вот видите, вот это все. Так, вот это. Это называется low resistant ликвидность. Я часто его повторяю в своих эфирах, потому что это явная ликвидность, которую цена забирает обычно импульсным движением, резким. Вот видите, свечи какие? Они резкие, импульсивные, широкие. Это самая легкая добыча для цены. И цена доходит до нашего часового имбаланса и получает реакцию. У меня первый трейд как раз таки был именно вот в понедельник, 17 числа. Вот они, мои входы до этого таргета. До таргета. Далее цена делает уже здесь, нам нужно
дождаться слома структуры либо через цист, либо через МСС. Это не имеет значения. Кто как работает, да? Вот тут можно здесь отметить уровень цист. И смотреть, наблюдать за реакцией цены. Либо отмечаете ваши инверсионные имбалансы и смотрите, как цена будет реагировать на эти уровни. Реакция цены на инверсионные имбалансы должна быть какой? Вот эта свеча, видите, она спустилась, и следующая свеча, она должна коснуться этого диапазона лишь тенью, то есть фитилем. Тело не должно пробить этот диапазон. Это будет подтверждением того, что инверсионные имбалансы удерживают цену, и алгоритм переключился с программы покупок на программу продаж. Можно, в принципе, здесь открыть шортовую позицию. И теперь проанализируем внутри понедельника теперь на ценовое действие. Вот у нас это рейндж пятницы, от нашей пятницы. Вот здесь был high пятницы, и это low пятницы. Мы видим то, что цена забирает ликвидность от пятницы, плюс одновременно мы тестируем POI от старшего таймфрейма, ключевой уровень, K-Level, HTF в виде дневного имбаланса. Затем, помните, вот это у нас был цист от часового таймфрейма. Вот он. Вот этот уровень, вот цист от часового таймфрейма. И цена вот тестирует именно этот таймфрейм. Сейчас уберу. Вот. То есть этот уровень и получает реакцию от этого уровня. То есть не пускают дальше. Это подтверждение. И это является реакцией от HTF K-левела. Если мы получили реакцию от этого HTF K-левела, то кто, мои студенты, они знают, есть такая концепция Double Purse Theory, то есть DPT, Double Purse Theory. Что она означает? Она означает то, что если цена, то есть у нас есть какой-то фрейм, то есть диапазон, range, и цена забирает одну сторону рейнджа, затем закрывается телом внутри этого диапазона, то с большой вероятностью цена заберет и вторую часть этого диапазона. Это еще также называется сейчас как SRT, да, Candle Range Theory. Это очень похоже с этим. Но в Double Purse Theory там есть свои нюансы, свои тонкости, которые помогают лучше ориентироваться внутри алгоритма. Итак, вот, здесь как раз формируется именно эта модель. Вот тут мы забрали здесь одну сторону, buy side, стоп, и закрылись вот с телом. Если я перейду на старший таймфрейм, тут будет фитиль, останется вот этот фитиль, и тело будет ниже. Так вот, можно сразу делать, то есть take profit ставить на этот low. Почему? Потому что у нас старший таймфрейм, недельный, месячный, bias, он шортовый. Плюс у нас тут есть очевидная ликвидность в виде equal lows, равные лои. Это сильный магнит для цены. Поэтому и плюс мы протестировали дневной имбаланс, получили реакцию. И первая очевидная ликвидность на нашем пути это вот этот лоу пятницы.
И смотрите, когда цена осталось всего лишь чуть-чуть до нашего таргета, цена развернулась. Почему? Потому что на его пути у нас есть high resistant ликвидность в виде вот этого ордер блока. Я вам настоятельно рекомендую хорошо изучить два таких элемента по ICT. Это low resistant ликвидность и high resistant ликвидность. Это вам даст понимание, как лучше предостерегаться от стоп-лоссов и как правильно ставить свои таргеты. Если в вашем пути есть high resistant ликвидность, то вы можете смело, то есть как бы быть на 90% уверенными, что цена, если на вашем пути high resistant ликвидность есть, то цена развернется, сделав тест этой ликвидности. И вот как мы видим, вот этот ордер блок, он является у нас high resistant ликвидностью, и цена вот тестирует и разворачивается. Итак, начинается уже второй день, вторник. И вот прям в Азии мы достигаем своей цели. Азия формирует широкий рейндж, очень широкий рейндж. Так. Давайте отметим теперь свои таргеты, вот эти. Equal lows. Вот. Следующей целью у нас будет вот этот диапазон. Именно этот уровень, который является равным equal lows. Так, давай на М15 перейдем, чтобы быстрее это все прокрутить. Азия сформировала... Еще одна подсказка вам на будущее. Да, если Азия формирует такой широкий рейндж, видите, широкий, он прям равен, будто это рейндж Нью-Йорка. Обычно такие широкий рейндж формируются в сессии Нью-Йорка. Но если Азия формирует, то в 3 случаях из 5 цена не захватит buy side. То есть если широкий вот этот рейндж сделали, то очень малая вероятность того, что цена сделает свип хая Азии. Она обычно доходит до 0.5 либо 0.75 этого уровня и потом разворачивается. Это тоже своего рода подсказка при чтении алгоритма. Так, это вторник. И теперь вторник. Вот это моя сделка от вторника, это 18 число. И вот мои входы. Это в нью-йоркской сессии. Так, на М1. Давайте теперь перейдем. US 500, так.
Вот. Итак, с открытием Нью-Йорка цена делает сразу импульсный бросок в премиум, забирает ликвидность. Это была манипуляцией. И если мы так посмотрим просто визуально, мы можем здесь прям четко увидеть то, что до открытия Нью-Йорка цена здесь формировала аккумуляцию. Да? И до открытия Нью-Йорка еще, вот, вот так. Так. Вот. Я ждал манипуляционное движение. То есть первое движение с открытием Нью-Йорка, оно будет уже, было здесь понятно, что будет манипуляцией. Потому что по циклам Ибда после аккумуляции всегда следует манипуляция. И поэтому, если манипуляция будет в buy, я буду открывать позиции здесь уже. Собирался открывать позиции в шорт. Вот здесь Нью-Йорк открывается. Вот этот рейндж, он не пробивает рейндж. Цена остается внутри рейнджа этого. Не было пробития. Я наблюдаю. Следующее движение. Видите, мы пробили рейндж этот. Можем взять даже вот отсюда. Вот эта консолидация. Вот верхний слой. Пробили второй уровень, вот этот уровень уже. Я просто ждал здесь, когда цена сделает разворот. Вот тут я открываю уже позицию в шорт. Шорт. И мой тейк был вот этот лоу. Был здесь. Но надо всегда обращать внимание, всегда держите один глаз на S&P 500, потому что если S&P 500 дойдет первее до этого таргета, то у вас уже будет сформирован SMT и цена сделает разворот. Поэтому всегда будьте начеку. Короткая позиция. Итак, здесь давайте тоже отметим наши таргеты. Так, вот он, да? Вот это лоу. Окей, отметили. Итак, смотрите здесь сейчас на минутке. Вот тут сформировался очень интересный момент. Плюс, кроме того, как вы смотрите всегда на брокерский ваш этот график, надо всегда следить еще за CME, то есть за оригинальными фьючами. Тут, вот на этом движении, сейчас я... Так. Вот это движение было. Оригинальные фьючерсы, они забрали эту ликвидность. Просто... Блин. Так вот отмечу.
Перейдем на М15. Смотрите, видите, здесь цена, так, М15 таймфрейм забирает эту ликвидность, вот этот лоу, но в Capital.com у брокера здесь ее не забрали. Так, М15, вот переключусь на М15. Вот, цена, не доходя до этой ликвидности, она разворачивается. Здесь я уже закрыл позицию потом. Почему это так сформировано, ну так происходит? Я вам объясню эту логику. Почему это так получается, разные графики рисуют. Это оригинальные фьючерсы, это, то есть, это оригинальный рынок. То есть, что происходит на фьючерсах, отображается здесь. А Capital.com и другие остальные, это уже графики ваших брокеров. Брокеры, они что? Это посредники между оригинальными фьючерсами и между трейдерами. И у них есть свои интересы в виде, опять-таки, разница между этим оригинальным и между брокером, это их комиссия, да, они зарабатывают на этом. И поэтому иногда они чуть-чуть отличаются, то есть рисуют разные графики. И тут мы видим то, что цена, не доходя, разворачивается. Это делается специально для того, чтобы здесь накопить еще больше ликвидности. То есть здесь формируют, видите, здесь и так был диапазон равный equal lows. И тут еще один лоу сформировали, чтобы здесь накопилось еще больше ликвидности. Так. Вот настоящий, видите, вот тут до сюда цена дошла и развернулась. В шаге, можно сказать. Оставалось совсем ничего. И все. На этом после отсюда цена развернулась. И в среду я уже не торговал. Почему? Потому что если в понедельник и вторник цена делает трендовое движение одностороннее, то с большой вероятностью третий день он будет в консолидации. Потому что цена и так здесь, смотрите, если посмотрим, посчитаем, вот low и high понедельника. Цена прошла 974 пункта за 2 дня. Почти 1000 пунктов. Это очень большой диапазон. Когда цена делает такое движение, ей нужна ликвидность опять. Она забрала ликвидность, но для последующего движения ей нужна ликвидность. И поэтому обычно алгоритм формирует консолидацию после таких импульсных движений, сильных. Если вы поймали тренд в один день, да, допустим, либо в течение 2 дней, то и цена, если достигла своего таргета, то не торгуйте в следующий день. Этот день будет у вас либо second destroy, либо в консолидации будет цена находиться. Но особо таких больших движений можно не ожидать. А мы достигли цели, видите, оригинальные фьючерсы, они достигли лоу, значимого исторического лоу. Это лоу 2-3 недель, по-моему, здесь. Сейчас посмотрим. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Вот. Лоу 5 недель. Достигли, это очень значимый исторический этот диапазон ликвидности. Поэтому обычно, когда достигаем такой зоны, цена делает разворот и формирует ликвидность. В среду поэтому я не торговал. Можно пропускать. И
как я и ожидал, вот цена, хотя и сделала в Нью-Йорке такое импульсное движение, но это была манипуляцией, видите? Цена здесь находилась, вот, можно сказать, в аккумуляции, здесь была манипуляция, ложное движение, и потом опять разворот. Но дальше уже с окончанием kill zone цена ушла, сделала разрыв, displacement. Видите? Вот это движение. Это после как бы PM-сессии. Это все движение происходит. То есть тут цену просто цена фармила ликвидность. И тут мы уже переходим, смотрите, у нас здесь будто бы формируется опять MXM модель. Вот она. Так, уберу это все лишнее. Вот кривая продаж, здесь кривая покупок. Да? Когда вы видите такое, да, всегда обращайте на начало вашей MXM модели. Это такая подсказка, очень ценная. Кто если поймет, то он не будет дальше делать ошибки. Итак, так, на H4 перейдем. Вот смотрите, что мы видим здесь? Мы здесь видим вот этот rejection блок. Rejection блок, вот он. Rejection на H1. Вот этот order блок, уровень. Обращайте внимание, если ваша MXM модель начинается вот с такого, это high resistant ликвидность. Это high resistant ликвидность, потому что она забирает ликвидность отсюда и потом делает резкое смещение, резкий спад. Тут нету low resistant ликвидности. Если у вас такое, то свои таргеты, take-профиты ставьте до этого уровня. Я очень сам сильно раньше обжигался, не знал, пока не понял всю эту концепцию. Я всегда ставил на high, потому что я считал, что это уровень оригинальной консолидации. Да? И по MXM модели цена должна пробить этот уровень. Но цена всегда доходила до этого уровня и делала разворот. То есть доходит цена до этого уровня, потом падает опять. А иногда цена доходила и потом дальше. Я не понимал, в общем, этот момент. А дело оказалось именно в этом. Если MXM модель формируется у вас через high resistance ликвидность, то MXM модель не будет завершена. То есть мы не заберем buy side этой модели. Цена должна получить реакцию здесь и дальше еще опуститься ниже. Потому что здесь у нас protected high. На часовом таймфрейме. Вот этот блок, вот эти два бычьих блока, они формируют один ордер блок на старшем таймфрейме. И этот уровень, он является защищенным хаем, защищенным. Потому что мы забрали ликвидность вот, и потом сделали резкое смещение. И под ним здесь нету никакой low resistance ликвидности. Имея эти данные, я уже Так, это будет четверг. В четверг, да. В четверг поймал отличное движение. Вот это движение. Сейчас я вам покажу. Да, вот. Видите, здесь я вошел уже уверенно, открыл 2 лота. И до таргета еще уже было 1500. Здесь с одним лотом почти 500, 0,5 лот, потом опять добавил еще один лот. В общем, здесь на одном этом движении я заработал больше $2000.
И как мы видим, как я и говорил вам, то, что это является protected high, и цена вот телом, она закрывается ниже, только фитилем тестируем этот уровень, и цена падает отсюда. Падает. Так, сейчас. Закроем это. Как нам можно было здесь поймать это движение, да? То же самое, что я вначале говорил. Это является ключевым уровнем K-level. K-level HTF. И нам нужно здесь дождаться реакции цены в виде МСС, либо ЦИСТ. Все. Все, что вам требуется. Слом структуры надо всегда наблюдать на ключевых уровнях и внутри kill zone. Это цист у нас уровень. Вот этот уровень у меня будет МСС. Почему не этот, а этот? Это у меня в курсе, если кто-то хочет понять. Это самый тоже тонкий момент. Не каждый вот этот swing low является market structure shift. Есть тоже свои тонкости, свои нюансы при определении этого. Если вы будете правильно определять, то вы будете правильно входить в торговлю. Так, можно, в принципе, отсюда с этой свечи открыть шорт. И где будет мой таргет? Да, где мой будет таргет? Здесь мы уже будем смело таргетироваться. Почему? Потому что надо смотреть, какой день недели. Это четверг. Это четверг. Мы получили реакцию. Четверг это обычно день расширения. То есть, когда цена максимально делает смещение внутри недельного графика. Почему? Плюс у нас есть, видите, вот эта ликвидность равная. Здесь мы сформировали вот этот лоу. Тоже ликвидность. У нас вот внизу целая полка ликвидности, поэтому можно таргетироваться смело в этот день. То есть первый таргет можно ставить сюда, первый таргет. Как цена достигнет, и она будет говорить, если она еще не завершила свою миссию, это будет уже чувствоваться, видно по графику. Вы можете здесь добавить, закрыть позицию и открыть еще одну позицию. И вы уже будете здесь торговать на заработанные здесь вами деньги. Вы уже не будете рисковать вашими деньгами, вы будете здесь рисковать деньгами, которые вы только что заработали. И как мы видим, вот цена прям отлично, прям сразу, бам, моментально схавала это все. И теперь подтверждением тому, что я был уверен, что цена упадет ниже так, сейчас я вам покажу еще один момент такой тонкий. Это знают мои ученики, мои студенты, они точно знают теперь. Кто прошел у меня курс обучения, они об этом знают. Так. Вот здесь начало недели нашей. Начать заново. Вот. Вот такой у нас был график в начале нашей недели. Да? И этот момент уже для моих студентов. Я черчу swing rates. Да?
И в этом диапазоне на 0.5 я ждал либо breakaway gap, measuring gap, либо order block. В принципе, здесь уже в начале недели у меня был этот имбаланс дневной, поэтому я отсюда уже высчитываю свой measuring gap. И смотрите, как он показывает. Мой первый уровень take profit приходится на этот low. Видите, прям четко. Поэтому я был уверен, что цена заберет этот low 100%. И плюс вот эти уровни. Сейчас я так. Так. Вот видите, это Silver Bullet 1. Вот внутри этого диапазона должен был сформироваться первый Silver Bullet внутри MXM модели. И он как формируется? Если он не формируется на одном из двух активов, он формируется на втором На втором. И как мы видим, вот наш этот Silver Bullet. Вот этот Turtle Soup. С чем Silver Bullet связан был? Надеюсь, теперь это вы не забудете, мои студенты. Вот первая фаза Silver Bullet. Именно здесь она сформировалась. Вот здесь. Затем вторая фаза Silver Bullet. Сейчас сделаем вот так. Вот здесь должна была сформироваться вторая фаза Silver Bullet. Вот тут. И как мы видим, вот наш. Так, здесь Turtle Soup был. Вот он. И отлично, просто идеально отработало. Идеально. А в пятницу я уже говорил здесь своим студентам, я писал еще в начале пятницы, так как мы достигли уже в четверг значимой исторической ликвидности, плюс мы зашли в зону недельного имбаланса. Вот этот недельный имбаланс. Weekly. Вот. Мы зашли в зону недельного имбаланса, то пятница, она будет с большой вероятностью to give profile. To give. А если to give, profile ожидаем, то цена обычно делает в большинстве случаев, вот у нас to give profile, до 0,3 отклонения стандартного, либо до 0,4. Очень редко до 0,5. Вот это движение можно было ловить. Но так как у нас было вот это сильное смещение, видите, да, то я в пятницу ожидал, что цена, скорее всего, будет в консолидации. И поэтому в пятницу я уже не торговал. Но цена отлично отработала to give profile. Как я и говорил, прогнозировал. Вот, пожалуйста. Так, это часовой таймфрейм. На 4-часовом. М15. Вот так сделаем. Вот начало, вниз, начало. Вот цена дошла, сделала откат как раз до 0,4 уровня. И телом все свечи, они остались ниже. То есть это был to give profile в пятнице. То есть to give внутри недели. А по квартальной теории у нас неделя начиналась через X. Вот здесь начало недели было. Здесь конец. У нас здесь была аккумуляция. Манипуляция перешла Q3, перешла в Q4.
здесь не закончили. И в конце Q4 уже была дистрибуция. Если мы сделаем вот так, по AMDX. Вот X, манипуляция, а потом дистрибуция и разворот. То есть reversal. Итак, мы внутри старшего таймфрейма MXM. Так, сейчас удалю. Сделаем вот так, H4. MXM модель, вот она. Мы достигли цели внутри этой модели. Но у нас эта неделя, она завершающая неделя, завершающая месячный цикл. Месячный. И мы посмотрим, как этот месяц закончится, завершится. Если мы телом закроемся ниже предыдущего месяца, то можно ожидать шортовый тренд с таргетом уже вот сюда. Если мы закроемся ниже, но если мы цена закроется выше, то все, значит цена, она сделала свое дело. Вот мы здесь достигли как раз месячного имбаланса. Это месячный имбаланс, он хоть маленький здесь, но это имбаланс, вот он. Вот. Этот разрыв, мы заполнили этот разрыв в месячном цикле. И надо будет теперь смотреть, как эта неделя будет формироваться, учитывая, что внутри этой недели основные дни выхода новостей это вторник, среда и четверг, то нам нужно ожидать волатильность именно в эти дни. И как будут двигать цену именно в эти дни. Вторник, среда, четверг. Так, вот здесь у нас мы уже опять новая неделя началась. И так, ключевые уровни для новой недели это вот этот rejection блок. И если мы получим реакцию от диапазона этого rejection блока, то мы можем дальше ожидать продолжения этого order flow медвежьего. Потому что вот здесь у нас еще одна ликвидность стоит. Вот эта ликвидность. И это. Прям, видите, вот этот сценарий прямо здесь как бы зеркально отображается. Вот здесь тоже сформировали два equal lows. И потом рядом с ними этот большой, вот эта свеча, которая формирует low. И здесь опять равные лои. Вот скопление ликвидности. Как раз под ним находится у нас месячный имбаланс. Вот он. Поэтому, так как тренд у нас еще медвежий, недельный, месячный тренд медвежий, мы еще не перебили никакой уровень сопротивления, не было еще подтверждения на бычий тренд, поэтому нам нужно работать только в шортовом направлении от отката на премиум. Как только цена будет делать движение в лонг, ждите реакцию, ждите слом структуры в виде MSS, CIS и ловите входы в шортовом направлении. То есть цена должна будет формировать структуру такую. У вас будет формироваться lower low, потом lower high, затем еще один lower low. И так будет дальше. Это будет order flow вашим. Все, на этом спасибо всем, кто был на стриме. Надеюсь, смог объяснить алгоритм движения прошедшей недели. Все, что от вас требуется, это старший таймфрейм, это K-level от старшего таймфрейма, HTF. Нету K-level HTF,
No trade. No K-level HTF, нету трейда. Если вы сделаете для себя такое правило, то вы будете предохранять себя от стоп-лоссов, от ненужных входов и не будете торчать постоянно у вашего графика. Просто отмечайте на старшем таймфрейме ключевые уровни от дневного, хотя бы минимум от дневного, то есть daily таймфрейм. Отмечаете имбалансы, отмечаете ордер-блоки и rejection, либо брейкеры. И просто ждите реакцию, как цена будет реагировать на это, на эти ключевые уровни. Вот здесь, допустим, вот смотрите, на часовом таймфрейме сейчас перейдем. Так, это Азия, понедельник. Вот. И мы здесь можем увидеть, что вот цист, наш цист уровень, цена здесь достигла. Так, сейчас М15. Вот мы достигли, и вот слом у нас уже вырисовывается. Видите? Вот здесь уже слом вырисовывается, потому что мы достигли вот этого ключевого уровня в виде rejection блока. Но цена может сделать еще одно откатное движение внутри этого движения, да? Допустим, до вот этого часового имбаланса. Сделать как? Так, достигнем здесь ордер блока, получим реакцию и падение. Просто отмечайте от старшего таймфрейма свои ключевые зоны, откуда вы будете ожидать реакцию цены. И все. Здесь, в принципе, вот на часовом таймфрейме это уже сильный таймфрейм. Здесь мы вот сломали эту структуру. Сломали и двигаемся. Это может быть просто либо откатное движение, либо разворот уже тренда. Если даже откатное движение, то как здесь понять, начало тренда, либо это откат? Это вы поймете только когда цена достигнет диапазона имбаланса. Если цена пробьет этот диапазон имбаланса, пробьет и телом закрепится ниже, значит это тренд. Начался тренд. Если цена получит реакцию от имбаланса, значит это был откат. И цена вот такое движение пойдет. Все, всем спасибо, удачной торговой недели всем, ребята, не болейте, берегите себя, если есть вопросы, задавайте, если кто-то хочет обучиться трейдингу, добро пожаловать, у меня нет воды лишней, как вы видите, все объясняю грамотно, четко, без лишней воды, все детально, все касаемо только графика. Никакого наеба, никакого обмана нет у меня. Это все, что я здесь показываю, объясняю, это лишь верхушка айсберга, ребята. Кто у меня, вот студенты мои, они знают, сколько еще нужно учитывать при анализе графика. Есть очень много тонких моментов, на что нужно обращать внимание. Нужно, то есть, уметь комбинировать несколько разных концепций, чтобы точно определить движение цены. И только в этом случае, когда вы будете комбинировать несколько концепций, вы сможете добиться высокого вин-рейта и точных прогнозов. То есть вы можете, вот кто у меня в телеграм-канале, если подписан, вы, наверное, видите, да, то, что каждый день я выкладываю свои трейды и делаю до и после. До и после. Это на протяжении уже больше года, что ли. Вот как я открыл этот свой телеграм-канал, вот тут, вот,
У меня все зафиксировано до и после. Такой на протяжении такого времени с такой точностью отработки работать сложно. А чтобы добиться такого, нужно уметь именно комбинировать несколько концепций. То есть фундамент на моих трейдах именно это. То есть я комбинирую несколько сложных комбинаций, то есть концепций при анализе. И только благодаря этому у меня получаются такие частые трейды и точная отработка. Поэтому я смело всегда делаю до скрин и после. У меня часто иногда в Discord сообществах возникают споры, когда люди говорят: да, блядь, повезло, вот чисто поймал фартово. Окей, повезло, это может быть раз в неделю тебе может так повезет, либо 2 раза. Но когда, если человек показывает это на протяжении года, больше года. Вот сейчас посмотрим. Вот сентябрь 2024 года, да, уже год. Вот мои трейды. И год назад то же самое было, и сейчас. Вот. Вот год назад, сентябрь 17, $2000 на индексе. Так, на демо 6000. Это демо. Так. Вот, до и после, до и после, до и после. Офигеть, уже год прошел. Благодаря нашей крайней встрече наконец-то понял, как нужно торговать. Спасибо, Йос, объяснил, как это работает. Да, время быстро пролетает. В общем, спасибо всем, до свидания. Пишите, если будут вопросы непонятные возникнут. Буду рад ответить, если смогу. Все, всего доброго, до свидания.